Заболевания суставов. На сегодняшний день они встречаются не только у пожилых людей, но и у молодых мужчин и женщин. Эти проблемы могут возникнуть у каждого, и питание — один из самых важных факторов, влияющих на здоровье суставов. Наши суставы, хрящи и связки — это сложные анатомические образования, которым на протяжении всей жизни требуется соответствующий уход и внимание. В этом видео я расскажу о продуктах, вредных для суставов, которые следует исключить из рациона. Если у вас уже есть болевые ощущения, это нужно делать незамедлительно. Но даже если пока проблем нет, важно знать об этом в целях профилактики, чтобы избежать их в будущем. Так что досматривайте ролик до конца. Будет очень интересно и полезно. Итак, поехали! Кстати, друзья, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Пункт номер 1. Фосфаты и продукты, богатые ими. Что такое фосфаты? Это соли фосфорной кислоты. Конечно, в небольших количествах они необходимы организму для поддержания жизненно важных процессов. Но, как говорится, все хорошо в меру. При избыточном употреблении фосфаты нарушают кальциевый баланс. Чтобы восполнить его, организм начинает забирать кальций из костей, что приводит к остеопорозу, проблемам с зубами, снижению плотности хрящевой ткани и другим заболеваниям. Поэтому важно контролировать количество фосфатов в рационе. В первую очередь следует исключить обработанное мясо — сосиски, сардельки, ветчину, колбасы и другие фабрично переработанные мясные продукты. Дело в том, что всего один прием пищи с такими продуктами может превысить суточную норму фосфатов. Это приводит к замедлению метаболизма, набору лишнего веса, апатии и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Вообще, говоря о вреде переработанного мяса, я уже не раз упоминал на этом канале, что от сосисок, сарделек и колбас стоит отказаться в пользу натурального качественного мяса. Фосфаты встречаются не только в переработанном мясе. Они содержатся и в других продуктах. Например, в крабовых палочках. Если вы думаете, что они делаются из крабового мяса, то вынужден вас расстроить. Фосфатов также много в плавленном сыре. Кстати, в отличие от качественного натурального сыра, плавленый сыр является не самой здоровой альтернативой. Кроме того, фосфаты содержатся в различных соусах, чипсах, консервированных продуктах, газированных напитках, продуктах быстрого приготовления, полуфабрикатах. В целом, эти продукты стоит исключить из рациона не только ради здоровья суставов, хрящей и связок. Они также негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и провоцируют хронические микровоспаления в организме. Поэтому даже если пока нет боли в суставах, лучше отказаться от таких продуктов. А если боли уже появились, тем более. Следующий пункт — маринады и копчености. Очевидно, что в любой здоровой диете такие продукты находятся под запретом. Мы все знаем, что, например, копченая рыба или маринованные грибы, если съесть их в большом количестве, могут привести к болям в животе. Но дело не только в расстройстве ЖКТ. Суставы тоже страдают. И причин этому несколько. Во-первых, в таких продуктах снова присутствуют фосфаты. Во-вторых, они содержат чрезмерное количество соли. Соль вредна или полезна? До сих пор идут споры о том, вредна ли соль или полезна. Но ответ на самом деле прост. Соль необходима организму, но в разумных пределах. Оптимальное количество — от 2 до 5 граммов в сутки. Меньше 2 граммов — нехватка соли, что тоже вредно. Больше 5 граммов — избыток, который наносит вред. Проблема в том, что, употребляя копчености и маринады, всего за один прием пищи можно легко превысить суточную норму соли в 2 раза. А к чему это ведет? Суставы теряют гибкость, появляется отечность, подвижность суставов снижается. Если из-за такой диеты увеличивается вес, нагрузка на опорно-двигательный аппарат становится еще больше. Таким образом, исключение этих продуктов поможет сохранить здоровье суставов и избежать множества проблем в будущем. Идем дальше. Следующий пункт — это чай и кофе. Здесь важно сделать оговорку. В разумных пределах чай и кофе скорее полезны, чем вредны. Но что считать разумным пределом? Здесь уже вступают в силу индивидуальные особенности организма. Чай и кофе содержат большое количество пуринов, химических веществ, играющих важную роль в формировании молекул ДНК. Их нехватка может привести к серьезным проблемам со здоровьем, но и избыток тоже вреден. То есть, как и с солью, важно соблюдать золотую середину. Если вы выпиваете 5 и более чашек кофе или чая в день, уровень мочевой кислоты в организме значительно повышается.
Ее кристаллы могут начать оседать на хрящевых и сосудистых оболочках, что в итоге может привести к подагре. Конечно, если вы выпиваете чашку кофе или пару чашек чая в день и прекрасно себя чувствуете, суставы у вас не болят. Причин отказываться от них нет. Но если у вас уже есть проблемы с суставами, и вы действительно пьете много чая или кофе в течение дня, стоит задуматься о сокращении их потребления. Другие продукты, содержащие пурины. Помимо чая и кофе, пурины содержатся в жирной рыбе, бобовых, газированных напитках, субпродуктах, грибах, острых и копченых продуктах, шоколаде. Это не значит, что нужно полностью от них отказаться. Например, бобовые и жирная рыба — в целом здоровые продукты, и исключать их из рациона стоит только при наличии соответствующих показаний. Щавель. Неужели щавель — вредная пища? Конечно, нет. Наоборот, это полезная зелень, богатая магнием, витамином В6 и железом. Любой диетолог скажет, что щавель — это хорошо. Но есть одно «но». В свежем виде он действительно полезен. А вот при термообработке, жарке, тушении, варке, запекании его щавелевая кислота вступает в реакцию с кальцием, образуя неорганические соли. Эти соли сложно усваиваются организмом и могут откладываться в виде камней в почках, вызывая воспаление, в том числе в суставах. Отказываться от щавеля не нужно, но если у вас есть проблемы с суставами, лучше употреблять его в свежем виде, а не приготовленном. Сладости и выпечка. Про вред сахара не говорил только ленивый. Я тоже не раз упоминал на своем канале, что сахар — один из главных провокаторов воспалительных процессов в организме, в том числе и в суставах. Кроме того, сахар нарушает синтез коллагена и способствует его разрушению. А коллаген — это главный строительный материал нашей соединительной ткани, в том числе кожи, хрящей и сухожилий. То есть сахар — враг наших суставов. Но почему в этом пункте я отдельно выделяю выпечку? Почему выпечка особенно вредна? Все дело в том, что выпечка — это сахар плюс дрожжи. Если употреблять их вместе, организм получает дополнительную дозу пуринов, а это провоцирует подагру. Поэтому диетологи рекомендуют ограничивать потребление кондитерских изделий, сладких булочек и другой выпечки. А если у вас уже есть проблемы с суставами, задуматься об этом стоит особенно серьезно. Напишите в комментариях, какие из этих продуктов есть в вашем рационе. Может быть, вы уже отказались от чего-то принципиально? Поделитесь своим мнением и опытом. Это будет интересно. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Увидимся в ролике про лучшие продукты для суставов. До встречи! До